Валиде Султан – ранг, который получила мать правящего султана. За всю историю Османской империи всего было 19 валиде, и, как мы помним, было всего 36 султанов. То есть другие матери султанов такой статус не получили по разным причинам. Первой стала известная нам по сериалу «Великолепный век» Айше Хафса Султан, мать султана Сулеймана Великолепного. Ни одна женщина тюркской национальности такой статус не носила. Все женщины были выходцами из гарема, и среди них были албанки, грузинки, черкешенки. Последняя Валиде Султан пришлась на 1876 год по 1904. Ее звали Рахиме Пересту Валиде Султан. Султан, при котором она стала валиде, Абдул-Хамид II. Пересту не была его родной матерью, она была приемной, так как родная мать Абдул-Хамида умерла, а Пересту его вырастила. Валиде Султан – вторая по влиянию кандидатура в Османском дворце, следовавшая за султаном. Ей обязан был подчиняться даже великий визирь. Ее доход был очень большим, просто огромным, настолько, что эти женщины позволяли себе строить мечети, больницы, караван-сараи и медресе. Часто валиде раздавали просто какие-то сумасшедшие суммы бедным. Айше Хафса Султан, мать султана Сулеймана Великолепного, первая в истории Валиде Султан. Доподлинно про нее информации крайне мало. Более того, ее часто путают с другой наложницей Селима Грозного, которая носила то же самое имя Айше. Наиболее частая версия и более правдоподобная, как считают турецкие историки, Айше Хафса принадлежала к знатному роду и была дочерью крымского хана Менгли-Гирея. Однако все очень спорно. Ей приписывают даже европейское происхождение. Коль уж я затронула личность Хафсы, не могу не сказать, что кроме Сулеймана она родила Селиму еще 3 сыновей, но все они закончили свои дни еще до того, как Сулейману повезло занять османский трон. Султан Сулейман свою мать очень любил. Складывается впечатление, что именно этого сына Хафса любила больше всех своих остальных детей. Матерям султана всегда было запрещено вмешиваться в политику. Их дела – это гарем. Вот и Айше Хафса в политические амбиции сына не вмешивалась. Хотя нельзя не отметить, что Валиде была очень умна и мудра. Сулейман с ней часто советовался, а она никогда не злоупотребляла его доверием. По разным оценкам историков, именно Айше Хафса устроила все так, чтобы Хюррем стала для Сулеймана верным соратником, стала той единственной верной женой, которая будет сопровождать его до конца дней. Откуда такая невероятная доля доверия у Хафсы к Хюррем, не доказано. Некоторые полагают, что потому что у Хюррем с ней была одна родина. Хюррем всегда хотела быть влиятельной. Она применила весь свой ум и женские способности, чтобы Сулейман ее буквально боготворил. Валиде все это видела, Хюррем поддерживала, однако диктовать свои условия в гареме Хюррем не могла, и Хафса ей этого не позволяла. Роксолане оставалось ждать дня, когда Валиде умрет. Нельзя сказать, что между двумя великими женщинами не было внутреннего сопротивления, а в некоторых вопросах они все-таки расходились во взглядах, и тогда Сулейман выполнял роль третейского судьи. И истории известен один такой случай, когда Хюррем и Валиде повздорили, а разнимать и судить их стал султан. И он сделал свой выбор, чем сильно унизил свою мать. Или Хюррем ее унизила, тут уж как знать. Вот она, эта история. Друзья, прежде чем мы продолжим, прошу вас поставить лайк этому видео. Не забывайте, что у нас есть Telegram и ВКонтакте. Ссылки в описании. Переходите и читайте все самое интересное про Великолепный век, актеров сериала и историю Османской империи. Напишите, из какой вы страны смотрите это видео. Наши зрители интересуются, где еще полюбили сериал «Великолепный век». Итак, история, которую я вам поведаю, произошла в 1525 году.
Сулейман уже 5 лет как был султаном, а его гарем еще не жил в Топкапы. Все в гареме знали, насколько сильно Сулейман любил свою мать. Многие девушки гарема мечтали попасть на хальвет к султану и, возможно, родить ему Шахзаде. Известно, что девушек на хальвет выбирала именно Валиде, иногда, но реже евнух. Так как в то время главного евнуха как таковой должности не было, думаю, мать султана была самым частым поставщиком на ложе своего сына красавицы из гарема. Для того, чтобы попасться на глаза Валиде и подкупить ее, скажем так, девушки гарема дарили матери султана разные подарки, лили ей лесть в уши и старались всячески угодить. Но на это шли не только гаремные жители. Дело в том, что Османская империя была просто нереально больших размеров. Чтобы добиться внимания правящего султана и его расположения, многие правители отправляли ему не только дорогие подарки, но и красивых девушек в качестве все того же подарка. Однажды крымская династия решила сделать Сулейману подарок, отправив ему, кроме прочего, 2 рабынь. Девушки были, но очень красивые. Крымский хан рассчитывал порадовать султана. Девушки попали в гарем, и Валиде решила одну оставить себе, а другую подложить своему сыну Сулейману. Весть об этом сразу разлетелась по всему гарему и, естественно, дошла до Хюррем. Одновременно с этим Хасики переживала еще одну серьезную проблему. У нее умер маленький сын Абдулла. Вместо того, чтобы оказать женщине поддержку, мать султана решила вот так вот ей за что-то отомстить. Представляете, что чувствовала Хюррем? С одной стороны умер ее сын, с другой стороны она была опять беременна. А тут еще и красивая девушка из Крымского ханства в подарок Сулейману. И, по слухам, Валиде ее готовила на хальвет. Сердце Роксоланы разбивалось. Она думала, что Сулейман охладеет к ней, ведь она не может сейчас очаровать его по женской части, будучи беременной. Тогда Хюррем устроила скандал. Крики ее разлетелись по всему дворцу. Была разломана вся мебель в ее покоях, и она отказывалась от еды. Прибывший в гарем Сулейман немедленно направился к Хюррем, чтобы выяснить, что же происходит. Затем они вдвоем отправились к Валиде. Мать султана не стала утаивать от него свои намерения и объяснила, что ничего такого она в этом не видит, что да, действительно, она готовила сюрприз своему сыну в виде новой наложницы, но почему это так сильно беспокоит Хюррем? Сулейман сильно любил Хюррем. Это нам всем очень хорошо известно. Он попросил мать отправить подарок обратно крымскому хану и больше не отправлять к нему наложниц, пока он сам не попросит об этом мать. Далее султан объяснил матери, что Хюррем сейчас находится в очень сложном положении. Женщина только что потеряла сына и беременна. Еще одной потери ни она, ни Сулейман не переживут. Валиде все это следовало учесть, а потому она должна извиниться перед Хюррем за свои помыслы и планируемые поступки против Хюррем. Истории неизвестно, извинилась ли Валиде, но она была мудрая женщина, да и Хюррем она на самом деле любила. Думаю, она не стала ссориться с сыном и принесла Хасики свои извинения, хоть и была при этом сильно унижена. Шутка ли? Валиде извинилась перед Хюррем, рабыней-падишахой, по сути, перед той, которая обязана была подчиняться и Валиде. Что вы думаете об этом, друзья? Поделитесь с нами в комментариях.